Расскажу вам про установку плиты, ну и вообще про раскладку, про все, что связано с чугунной плитой. Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Олег Михайлович, Республика Адыгея, город Майкоп. Ребята, часто спрашивают у меня, чем покрасить чугунную плиту, ну или вообще любой чугун, если он не покрашен. Вот на примере своей плиты чугунной я вам это и покажу. И что для этого нам потребуется? Вот такая вот краска. Значит, есть даже краска вот 1200. Вот, сначала я ее наждачкой шлифовал, чтобы вообще полностью почистить. Но потом у меня где-то несколько месяцев произошел такой перерыв. Она опять покрылась ржавчиной, плита. Я еще раз преобразователем прошел. Вот. И сейчас я еще раз пройду, вытру все. И буду красить. Преобразователь ржавчины сразу практически вступает в реакцию. Я уже не хочу просто наждачкой тереть тут все. Вот. Сейчас вытру. То есть это все и обезжиривает заодно. Видите, сразу ржавчина вся исчезает. Вот крышечка у меня была уже покрашена. Вот видите, здесь чуть-чуть ржавчины. Ну, с этой стороны красить я не буду, потому что там огонь все обожжет, закалит, ржаветь там ничего не будет. Мне писали раньше, что, значит, красить надо плита, чтобы была нагрета до 100 градусов. Это нет необходимости в этом. Чем выше температура, тем тоньше слой надо делать. Значит, смотрите, температура, вернее краска запекается при термической обработке. То есть, когда вы ее покрасите, она высохнет, но она не будет еще готова к использованию, ну, то есть к применению. Ее надо прокалить. При нагревании вот именно в этот момент краска и запекается. То есть лишняя влага там или что там, химические реагенты испаряются. Видно прям как дымок поднимается с этой плиты чугунной. Все, краска закалилась, и тогда уже плита готова полностью к использованию. Видите, как ржавчина хорошо оттирается. Расскажу вам про установку плиты. Ну и вообще про раскладку. Про все, что связано с чугунной плитой. Друзья, прежде чем собирать печку из огнеупорных кирпичей, вообще барбекю с печкой под казан, вы должны в первую очередь купить чугунную плиту. Это золотое правило. При раскладке первого ряда вы плиту укладываете прямо на бетон и уже под эту плиту формируете размеры самой печки. Это очень важно, друзья, потому что если вы будете собирать печку на свой взгляд, да, думаете, что вы поедете и купите плиту, потом может так произойти, что потом ее просто не будет. Это, можно сказать, дефицит. Именно в чем, в каком плане? Дефицит в том, что вы этот размер не сможете найти. Купите другой размер, придете домой, а он не подходит. Понимаете, она или вовнутрь проваливается, или слишком далеко торчит в стороны. В плане того, что вот большое кольцо, когда вы откроете вот так, чтобы установить туда, опа, казан, то это кольцо будет, вернее, огнеупорный кирпич будет выпирать сюда вовнутрь. Вот чтобы этого не произошло, вам надо в первую очередь купить вот такую вот плиту под казан. Я себе купил 70 на 70 сантиметров. Максимальный размер чугунных плит под казан 75 на 75 сантиметров. Вот. 75 на 75 сантиметров это практически полностью перекрывает всю печку под казан.
То есть нет у вас зазоров между плитой и облицовочным кирпичом. Значит, следующее, на что обращают внимание. Ну, понятно, да, чтобы у вас огнеупорный кирпич не выпирал вовнутрь камеры. Чтобы казан не упирался в этот кирпич огнеупорный. Второе, на что надо обращать внимание. Чтобы огнеупорный кирпич сильно не выпирал за пределы чугунной плиты. С чем это связано и почему? Это связано именно с финишным покрытием. Когда вы будете класть вот сюда гранит, ну я возьму за основу гранит. Вот, гранит возьмем, да? Давайте возьмем гранит, кусочек гранита. Возьмем кусочек гранита. Вот такой кусочек гранита. Вы когда положите вот так гранит, вот, он у вас должен обязательно с зазором от чугунной плиты, где-то полсантиметра хотя бы, вот, зазорчик, чтобы не взаимодействовал с чугунной плитой гранит. И смотрите, если у вас вот так вот сантиметров 7 выпирает огнеупорный кирпич, то вот этот гранит не должен на него опираться ни при каких условиях. То есть клей наносите чисто на облицовочный наружный кирпич и на него устанавливаете гранит. Значит, над огнеупорным кирпичом гранит должен просто висеть. Или же лучше всего подложить под этот гранит вот так базальтовый лист. То есть на огнеупорный кирпич положили базальт, гранит опирается на клей плиточный, на облицовку. Там, где огнеупорный кирпич, вот такой базальтик постелили, и все. То есть печка у вас, огнеупорные кирпичи поднялись при расширении, когда нагрелась, не взаимодействует с гранитом, опустилась. То есть гранит лежит здесь, огнеупорный кирпич вот так ходит туда-сюда. Это очень важный момент. Поэтому, друзья, чем меньше у вас огнеупорный кирпич будет выпирать за пределы чугунной плиты, тем надежнее и качественнее будет установлен ваш гранит. Ну, представляете, если по 10 сантиметров огнеупорный кирпич выпирает за пределы плиты, да, то у вас вот этот гранит будет висеть 10 сантиметров. Мостик такой. Или кафель там. Вот для этого очень важно делать разметку и раскладку. Вот у меня плита 70 на 70 сантиметров. Она полностью перекрывает всю огнеупорную кладку. То есть кирпичи четко ложатся по кругу, и плита идеально ложится. То есть хороших размеров камера получается. Дров нормально можно положить. И огнеупорный кирпич вообще не выпирает. То есть здесь у меня идеальные условия сделаны. Ну, еще лучше, конечно, когда 75 на 75 сантиметров плита, там вообще зазоров никаких не остается. Это вот такая небольшая лекция. Значит, по поводу высоты я и не сказал, что ваша задача рассчитывать так, чтобы чугунная плита вышла вровень в одну плоскость с облицовкой, то есть с финишным покрытием. Если у вас будет гранит устанавливаться, вот у него толщина 2 сантиметра, плюс сантиметр, полсантиметра толщина клея, то значит вы должны рассчитать так, чтобы у вас плита, чугунная плита над облицовкой выпирала на 2,5-3 сантиметра. Ну, лучше 2,5 сантиметра, чтобы клей толстый не наносить под гранит. 2,5 сантиметра. Если у вас будет кафель, то вы, значит, рассчитываете толщину кафеля и толщину клея. Все, рассчитали, плиту на вот такую высоту подняли. Если надо плиту поднять высоко, то, значит, 2 сантиметра вы еще можете клей наносить, огнеупорную смесь. Если вам надо толще, то советую вам нарезать плашек из огнеупорного кирпича. Ну, там, допустим, по 2 сантиметра плашки вы нарезали, наложили на крайний ряд, намазали огнеупорную смесь, положили плиту, спозиционировали ее. Позиционируйте от фасада.
Часто бывает, что нету диагоналей в кирпичной кладке, поэтому позиционируйте от фасада, чтобы у вас с фасада вот эта панелька была четко прямая, не клином таким, а прямая. Плюс клин будет там, где его не видно. И в высоту. Все. Вот эти вот основные моменты. И сейчас я решил все-таки подогреть плиту, потому что она прям очень холодная. Вот у меня есть такая штучка, пирометр называется. Вот такая температура у плиты чугунной. И вот смотрите, температура руки. Ну, чтобы видно было, что пирометр работает. Сейчас я нагрею, чтобы она, во-первых, быстрее высохла. И пусть будет чуть-чуть тепленькая. Вот так сейчас чуть-чуть. Один слой наношу. Вот так. И вот так еще пройду, чтобы уже точно все прокрасилось, не было пятен. Вот так. Еще раз, раз, раз. Вот здесь пятен, чтобы не было. И вот здесь. Бац. Еще чуть краски осталось. Ну что, друзья, вот вы увидели, как это все делается. В принципе, ничего тут сложного и страшного нету. Ну, если там где-то пятнышко какое-то, это не критично, друзья. Это же не автомобиль. Поэтому вот так вот покрасили. Теперь она высохнет, краска. Я установлю плиту с учетом толщины своего гранита, который будет у меня лежать. Это уже отдельный ролик, как я это все делаю. Сейчас моя задача была раскрыть тему покраски. Ну и еще пару слов сказать вообще про печку под казан. Надеюсь, друзья, это видео было вам полезным. Кто так считает, кто со мной согласен, ставьте лайки. Ну, кто считает, что это видео бесполезно или я что-то неправильно рассказал, ставьте дизлайки. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы красите плиты под казан. Ну, или вообще чугун, как вы красите, какие ошибки я допустил. Пожалуйста, пишите эти ваши комментарии, будут читать новички, подписчики моего канала. Также узнают о правильной технологии или то, что я сделал неправильно. То есть мой канал открыт для всех. Пожалуйста, высказывайтесь, не стесняйтесь, критикуйте. Ну, пожалуйста, критикуйте именно по факту. Говорите, что я неправильно сделал или по возможности, как правильно надо красить чугунные плиты. И, ребята, кто хочет собрать барбекю комплекс, пару слов рекламы. Кто хочет собрать комплекс, есть у меня проекты с подробнейшей порядовкой. Все проекты на сайте mangalyplamя.ru. На него вы можете пройти по ссылке под видео в описании. Выбираете проект, оплачиваете, и все файлы, весь проект я высылаю на вашу электронную почту. Там будет порядовка, будет количество материалов и 3D-модель всего оцифрованного барбекю комплекса будет у вас в наличии. Все материалы на барбекю комплекс вы можете прямо сейчас посмотреть под каждым проектом, уже они все посчитаны. Пожалуйста, считайте, потянете ли вы конструкцию такую или нет. Ну и на этом я заканчиваю свой репортаж о покраске чугунной плиты. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, хороших вам заказчиков, клиентов. Ну, а вам, дорогие заказчики, хороших печников, чтобы они качественно сделали свою работу. До новых встреч на моем канале Пламя. Всем пока.